Задолго до премьеры 1 мая 1999 года идея создания Спанч Боба Сквепенса впервые возникла в конце 80-х в Институте океанологии в Дана-Пойнте, Калифорния. Это то место, где Стивен Хилленберг работал морским биологом. Ранее в колледже Хилленберг специализировался на морской биологии, но с уклоном на искусство. В поисках способа объединить две эти страсти вместе, он создал комикс под названием «Литеральная зона», который использовался для обучения детей в Институте океанологии. Комикс повествовал о человекоподобных морских существах, многие из которых в конечном итоге перекочевали в мультсериал, включая и главного персонажа, губку по имени Боб. Сразу после комикса ничего особенного не произошло, но это мотивировало его вернуться в колледж и сфокусироваться на рисовании. Во время обучения анимации в Калифорнийском институте искусств Хилленберг сделал несколько анимационных короткометражек, которые в итоге привлекли внимание Джо Мюррея, который на тот момент набирал штаб для своего нового мультсериала на Nickelodeon «Новая жизнь Рокко». Хилленберг проработал над шоу все 4 сезона и за время работы познакомился с писателями Дереком Драйманом, Ником Дженнингсом и Тимом Хиллом. Каждый из них потом помогал в создании Спанч Боба. Он также познакомился с актером озвучки Томом Кенни, который впоследствии стал озвучивать главного персонажа, Спанч Боба. После того, как «Новая жизнь Рокко» закончилась, Хилленберг решил адаптировать свой комикс «Литеральная зона» в мультсериал. И это тот день, когда родился Спанч Боб Сквепенс. Но данное видео не об этом. Спанч Боб Сквепенс быстро стал поп-культурным феноменом после премьеры весной 99 года, обойдя даже «Ох уж эти детки», самое высоко оцененное шоу Nickelodeon всех времен, всего лишь за год. И такой большой успех пришел потому, что почти 40% аудитории были возрастом от 18 до 34 лет. Это было шоу, предназначенное только для детей, но Спанч Боб был принят широкой аудиторией из-за его обаятельных персонажей и уникального сочетания фарса, физической комедии и двусмысленностей. Спустя 11 сезонов и 2 художественных фильма Спанч Боб перерос в многомиллиардную долларовую империю вместе с бесконечным количеством мерча и продуктов, включающих одежду, обувь, игрушки, кровати, школьные принадлежности, видеоигры и даже права на тематические парки. Однако, после первого фильма Стивен Хилленберг решает уйти из-за страха того, что шоу черствеет, повторяется и прыгает через акулу. Множество штатных сценаристов ушли вместе с Хилленбергом, вызвав большой пересмотр творческой силы. Но из-за растущей популярности Спанч Боба Nickelodeon отказались убивать свою крупнейшую дойную корову. И шоу продолжилось с новым шоураннером у руля и Хилленбергом в меньшей консультативной роли в закулисье. Настал момент, когда я почувствовал, что внес большой вклад и сказал все, что хотел сказать. В такой момент шоу нужна новая кровь, и как писателю вам нужно двигаться дальше. Шоу никогда не будет прежним, поэтому я думаю, что Спанч Боб Сквепенс умер 6 мая 2005 года вместе с премьерой первого эпизода 4 сезона «Ужас Крабсбургера» и «Панцирь для мужчины». Сам по себе эпизод не убивал шоу, и у Спанч Боба еще были хорошие эпизоды, разбросанные повсюду, но после ухода Хилленберга общее качество заметно снизилось. И я считаю, что управляя шоу с таким уникальным стилем, просто необходимо наличие четкого определенного голоса, контролирующего творческую силу. Аарон Соркин и «Западное крыло», Эми Шерман-Паладино и «Девочки Гилмор», Дэн Хармон и «Сообщество». Вот лишь несколько примеров создателей с особыми и отчетливыми стилями написания шоу, которые они оставили в какой-то момент производства. Для «Западного крыла» и «Девочек Гилмор» новые авторы оставили попытку повторить умные и динамичные диалоги, как у Аарона Соркина и Эми Шерман-Паладино. Но это лишь внешний слой стиля. Содержание же, лежащее в основе отношений персонажей, их мотивации и очарования сюжетных линий, стало заметно хуже. А для «Сообщества» новые авторы пытались повторить сумасшедшие жанровые тематические эпизоды, благодаря которым шоу и стало популярно, но они никогда не могли сделать это сбалансированно, с душой и отличной структурой истории, которую Дэн Хармон делал так хорошо. То же самое верно и для Спанч Боба. Когда Хилленберг был шоураннером, в шоу было больше фарса и остроумных гэгов, как в Луни Тюнс, поэтому и шоу подходило людям всех возрастов. Но когда Хилленберг ушел, новые авторы не смогли добиться такого же общего баланса так же эффективно. Спанч Боб быстро скатился к плоским шуткам и шок-юмору, как в эпизодах «Заноза», «Что же случилось с губкой Бобом» и «Дом мечты». Такой подход к юмору полностью потворствовал детям, в то же время отстраняя более старших зрителей. Но, возможно, самым заметным ударом в постхилленбургском периоде является фландеризация главных героев. Что ж, если вы никогда не слышали термин «фландеризация», вы не одиноки. Это относительно новый термин для процесса, при котором одна черта персонажа гипертрофируется до такой степени, что становится единственной чертой персонажа. Название термина ссылается на Неда Фландерса из «Симпсонов», на персонажа, который когда-то обладал многослойностью и разносторонностью. Гомер,
Мы стали соседями благодаря доступному договору аренды, но ты сделал нас друзьями. Нед Фландерса, самого богатого левшу в городе! Но все эти черты были уменьшены до не более чем религиозных шуток. Что там, Нед? У меня 2 подростка в парке обжимаются, как гибоны в трюме Ноева ковчега. Такой же процесс фландеризации произошел с множеством комедийных шоу, потому что это простейший способ получить ленивый смешок. В случае со Спанч Бобом изначальная ребяческая невинность Спанч Боба, искренний, но обманчивый характер с течением времени превратился в вопиющий идиотизм. Когда-то любимый персонаж, смотреть за которым аудитории было приятно, теперь разочаровывает и даже раздражает больше, чем кто-либо. Другие узнаваемые и многослойные персонажи тоже перешли на однохарактерные шутки. Патрик тупой, Сквидвард раздражительный, Мистер Крабс жадный, а Сэнди умная. Эта фландеризация порождает безвкусных и неприятных персонажей. Это показывает отсутствие понимания персонажей и недостаточное понимание всего шоу в целом, поэтому и отсутствие Хилленберга было так остро ощутимо. Шоураннер должен не только понимать внешний слой стиля шоу, но и саму суть мира и его персонажей. И никто не знает их лучше, чем Хилленберг, который вдохнул жизнь в этих персонажей и в мир Бикини Ботом много лет назад. Постепенное снижение качества Спанч Боба продолжалось в течение многих лет, но 6 февраля 2015 года Спанч Боб испытал небольшое возрождение с выходом второго фильма «Губка выходит из воды». Неполное возвращение в форму, но Хилленберг вернулся как сценарист и помог внести столь необходимый смысл в творчество и остроумие, которого так недоставало. После фильма Хилленберг остался в качестве полноценного сценариста, и с момента его возвращения Спанч Боб Сквепенс обзавелся множеством отличных эпизодов в 10 и 11 сезоне. Шоу никогда не вернет ту же магию, которая делала первые 3 сезона и первый фильм настолько особенными и уникальными. Но авторы теперь делают смелые и захватывающие творческие решения, которые делают Спанч Боба снова веселым для просмотра. И, пожалуй, этого достаточно, чтобы дать нам проблеск надежды на будущее. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто? Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал этого приятного, бородатого, молодого человека, который сейчас говорит в правой части экрана. Мы договорились с ним о том, что я переведу его ролик на русский, и если ему все понравится, то мы будем сотрудничать и дальше. Поэтому предлагаю вам зайти к нему на видео по ссылке в описании и написать в комментариях хэштег FromFeedy, чтобы он понял, как много людей пришло с моего перевода. Очень вас прошу проявить максимальную активность. Также я оставлю различные ссылки на автора ролика, в том числе и его Patreon, на котором вы сможете скинуть ему денежку, и когда он соберет $250, он выпустит историю падения Соус Парк. Но также донаты на Патреоне дают ранний доступ к роликам, эксклюзивные аудиокомментарии, футболки и другие крутые штуки. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, пишите комментарии и скидывайте видео своим друзьям.